В чем кроется опасность при создании бежевого интерьера? Как не получить безликий интерьер? Какие ошибки допускают при создании бежевого интерьера? И какие цвета можно сочетать с бежевым? В этом ролике мы рассмотрим, что можно сделать с бежевыми интерьерами, чтобы они не превратились в безжизненную беж, а были выразительными и, осмелюсь сказать, профессионально бежевыми. Кто-то считает бежевый цветом робких и неуверенных, кто-то беспрестанно грезит о стенах цвета тауп, как в американских интерьерах из фильмов, а кто-то считает, что только среди кофейного оттенка он сможет расслабиться и почувствовать покой. Так или иначе, бежевые интерьеры, вероятно, являются самыми популярными на планете. Самая распространенная ошибка среди любителей бежевого – это под бежевый выбирать бежевое соседство. Лучше всего с бежевым сочетается бежевый, думают они и верят, что это решение гарантированно убережет их от ошибок. Но в итоге именно это решение гарантированно обеспечивает ошибку и превращает интерьер в невыразительную бежевую беж. Так делать нельзя. Давайте допустим ситуацию, когда, несмотря на все отговорки, вы все равно хотите все укутать в беж. Тогда вам, конечно, придется несладко. По-хорошему, это путь тяжелой борьбы. На этом пути вам необходимо будет научиться различать все многообразие оттенков бежевого и вовремя вычленять из них кофейный, всеми любимый тауп с добавлением серого или серо-фиолетового, какой-нибудь персиковый, бежевый с оливковым подтоном, лиловый бежевый, пюсовый с добавлением красного или лососевый беж с добавлением розового. Ну а если вы не научитесь, вас ждет интерьер, который называется «хотели попасть, но не попали» или «хотели, чтобы сочеталось и сливалось, но промахнулись». Но, допустим, вы это невероятное сделали. Заколеровали все, что можно заколеровать по цветовым веерам. Подобрали все материалы в унисон выбранным оттенкам. И вот у вас по тональности все сходится и бьется. Это будет трудно, но в принципе это возможно. Ну, хочется вам, что делать? Тогда главное, что вы должны сделать в этом случае, это добавлять фактурное разнообразие, добавлять в интерьер разные поверхности и ритмы. Это самое минимальное, что от вас необходимо в этом случае. Тогда у вас будет такой вот монохромный, неконтрастный интерьер-плед в стиле Total Look, а разные объемы будут считываться за счет разных текстур, фактур и поверхностей. Но зачем выбирать такой сложный путь борьбы, когда можно выбрать путь гораздо проще – растяжка цвета? Вы, оставаясь в бежевом, играйте на всей его светлоте, от айвори до шоколадного и коричнево-черного. Тогда вы добавляете в интерьер контрастов. Можете взять примерное соотношение 1 к 4, четверть светлого, 2 четверти среднего и еще 1 четверть темно-бежевого. Но прям так, чтобы они сильно различались, а не еле-еле. Тогда будет и безопасно, и выразительно. Еще желательно 2 похожих бежевых рядом не ставить, например, темный шкаф в пол и темный пол. Разделяйте такое соседство другими цветами. Есть еще один вариант для вас, страстных любителей спокойного бежевого – добавлять цвет. Бежевый, как белый, серый и черный – это цвет, который сочетается со всеми другими цветами и между всеми названными. В этой комбинации вы можете сочетать все цвета друг с другом смело и в любой пропорции. Единственное, что желательно при этом сделать, это сильно не скакать по тональности бежевого, выбрать какой-то один и еще как дополнительная опция можно уравнять его по светлоте с серым, тогда все будет совсем безопасно. Самая популярная и желанная комбинация для многих самостоятельно ремонтирующихся – это бежевые стены, доска бежевого цвета и белые плинтуса, наличники, карнизы, потолок, двери и филенчатая белая мебель. Это классический американский стиль, и он очень популярен. И все-таки это будет все еще интерьер средней контрастности, потому что там идет работа со светлыми цветами и светлым или средним по светлоте бежевым. И именно поэтому ему все еще будет не хватать темных элементов хотя бы в деталях, но это уже лучше, чем беж под беж. Ну а для совсем безбашенных, диких и необузданных сорвиголов есть вариант сделать бежевый фоном и на фоне него уже размещать не только черный, белый, серый, но и такие цвета, как, например, синий.
Если хочется добавить цвета к бежевому, то синий и голубой – это первые цвета, которые обычно хотят себе люди. Все остальные сочетания уже встречаются реже, но голубой к бежевому добавляют чаще всего. В этом есть своя причина, которую не все знают, но те, кто изучал колористику, понимают. Бежевый – родственник оранжевого, а оранжевый максимально контрастен к синему. Противопоставляя их друг против друга, они работают на усиление друг друга, даже если они не насыщенные. Такое сочетание, кстати, очень часто встречается и в индустрии моды, и еще много где. И именно поэтому это сочетание так и популярно. Многие это ощущают, хоть и не все так рационализируют свои симпатии. Что здесь важно знать? Не надо выбирать очень насыщенные оттенки голубого или синего даже в деталях и акцентах, потому что синий заберет на себя в этом случае все внимание, и ваш любимый бежевый на фоне станет серым, блеклым и потертым. Как только вы добавите насыщенный синий, вы свой любимый бежевый никогда больше не увидите. Поэтому голубой и синий надо немного приглушать, припылять, если хотите, а вот потом уже замешивать его в вашу бежевую композицию. К слову, это правило будет работать со всеми цветными цветами при сочетании с бежевым. Хорошо с бежевым смотрятся и красные оттенки, но тогда бежевый лучше подбирать с небольшой долей красного пигмента, а красный, который вы выбираете, тоже должен быть не красный Санта-Клауса, такой детский, будоражащий цвет, а более сложный, приглушенный, например, Марсала. Тогда картинка сойдется хорошо. Следуя этой же логике, зеленый и все его изумрудные и прочие варианты будут безопасно сочетаться с бежевым, в который добавлен зеленый, оливковый пигмент, желтоватый с теплым бежевым, а розовый и фиолетовый с лиловым бежевым. Ну а если вы хотите получить системные знания, разобраться, как создавать интерьеры самостоятельно и получать обратную связь по своим работам, то добро пожаловать к нам на курсы, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке в описании к этому ролику. Всем дизайн!